Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Давненько ничего себе не заказывала на сайте AliExpress, решила исправиться, заказала множество продукции, видео сделаю обзор, ссылки на товары обязательно оставлю в описании, а также вас ждет необычный аквадизайн при помощи новых верхних форм. Поехали! Товар, который я ждала больше всего, это миндальные верхние формы. Я видела, что они появились и у нас в продаже, но стоимость достаточно высокая, а на Али всего лишь 300-400 рублей. Благодаря им получается сразу форма миндаль. Именно их сегодня мы и попробуем в деле. Помимо верхних я взяла и обычные формы, нижние. Эти формы пластиковые, они являются аналогом известных форм от Nail Revolution с глубоким вырезом под линию гипонихи. Это говорит о том, что они будут очень удобны для арочных форм, для формы современной миндаль. Сразу есть насечки для боковых валиков. Это очень удобно. Следующие несколько товаров у меня относятся к дизайну, а именно аквариумному дизайну. Это паутинка с фольгой, несколько коробочек разных сухоцветов, они тоже очень красиво смотрятся. Думаю, обязательно нужно сегодня их применить. И еще один товар, который я очень хотела, это битая ракушка. Она потрясающе смотрится в дизайнах, хочется разглядывать эти ногти. Переливается просто всеми цветами радуги. Не обошлось и без хлопьев юки. Это такая тонкая фольга, которая не дает излишней толщины. Сейчас просто бум на кошачий глаз, я не смогла удержаться и приобрела серебряный цвет. У меня есть идея, что его можно покрывать витражными гель-лаками и будут получаться разные оттенки. Товар, который я вам советую для хранения кистей, пенал. У меня есть такой, вы его могли видеть в некоторых видео. Самое главное его преимущество в том, что он разбирается и очень удобно ставится на стол. Сразу видно все кисточки, которые находятся, и ты можешь быстро взять ту, которая тебе нужна. Приобрела несколько кистей для учеников, для того, чтобы моделировать ногти акригелем, но на самом деле попробовала их, они очень мягкие, имеют мягкий ворс, для акригеля они не совсем подойдут. Думаю, дам эти кисти ученикам для гелевого моделирования. И такие неоновые стразы хотела попробовать, редко они используются, поэтому Сваровски, конечно, накладно покупать. Видно, что эти стразы низкого качества, но поскольку мы их используем в небольшом количестве, и такие подойдут. Заказала несколько вариантов металлической втирки, но мне пока пришел только один, вот такой розовый цвет. Это все товары, которые мне пришли, и мне уже не терпится с ними поработать и применить каждый из дизайнов. Посмотрим, что у нас из этого получится. Ко мне пришла модель, теперь пора применить те материалы, которые ко мне пришли с AliExpress. Сделаем наращивание при помощи верхних миндальных форм. Такие ручки у моей модели. Признаться, я специально выбрала ее с узкими ногтями, потому что знала, что верхние формы тоже узкие. Подготавливаю ногти к моделированию, выполню маникюр. Отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой, приподнимаю ее при помощи алмазной фрезы «Пламя» с красной насечкой, диаметр 0,23 на скорости 15-17 тысяч оборотов. В положении форвард прорабатываю все левые стороны. Переключаю направление вращения, реверс обрабатываю правую сторону. Особое внимание уделяю зоне боковых пазух. Шлифую боковые валики. На данном этапе не буду срезать кутикулу, сделаю это после моделирования. При моделировании верхними формами не нужно убирать полностью свободный край, просто придаю ему ровность и опиливаю поверхность мягкой стороной пилки. Наношу подготовительные препараты. Руки у моей модели влажные, поэтому дополнительно наношу дегидратор, подсушивающий ногтевую пластину. Праймер для лучшей сцепки. Использую кислотную базу для того, чтобы покрытие не отслаивалось. Наношу тонким слоем, втирающими движениями. Если на данном этапе базу накладывать толсто, в боковых стенках может пропилиться материал и будут как прозрачные кратеры. Мы не хотим такого эффекта, поэтому наносим тонко-тонко. Отправляем в лампу на просушку на 30 секунд. Приступаем к подбору верхних форм. Они имеют плавный изгиб продольный, удобный держатель. Конечно, такая длина нам сегодня не нужна. Прикладываю к ногтевой пластине, смотрю, наверное, эта формочка большевата будет, номер 4, попробуем номер 5. Прикладываю, сильно не надавливаю, вижу, что форма закрывает боковые стороны ногтя,
Но у кутикулы неполное прилегание формы, вижу зазор, поэтому я сейчас беру ножницы и обрезаю то, что мешает. Снова прикладываю. Благодаря тому, что я подрежу форму, она будет плотно прилегать, материал не будет выливаться из-под нее, образуя затеки. Теперь отлично. При виде сбоку вижу расстояние между формой и ногтевой пластиной для укрепления стрессовой зоны. Итак, подбираю формы на все ногти. Я когда впервые открыла коробку с этими верхними формами, вообще подумала, для кого могут понадобиться такие маленькие размеры. Видите, бывают такие ноготочки. Сейчас специально взяла самый большой размер верхней формы, чтобы показать, насколько она крупная. Если и такая форма будет мала, тогда можно, например, донарастить боковые стенки просто акригелем по воздуху. Либо можно приложить пару раз, для того, чтобы данный ноготь правильно сформировался. Подобрала нужный размер верхних форм. Теперь при помощи тонкого маркера для CD-DVD дисков отмечаю нужную мне длину. Давайте сделаем что-то среднее и не длинное, и не совсем коротко. Все-таки мы хотим сделать миндаль, а миндаль коротким не бывает. При короткой длине это уже будет или овал, или такие острые ногти, но не миндаль. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного, с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Остальные ногти у нас будут короче, на 1-2 мм, а мизинец еще короче. Средний, указательный и безымянный одинаковые по длине, поэтому сейчас я формочки ставлю друг к другу. В работе буду использовать акригель от марки Гель Лактик. Налила специальную жидкость для разравнивания акригеля, кисточка для акрилового моделирования. И вот это все самое дорогое, шик, блеск, красота, блестки. Все, что у вас есть. В общем, нужно достать все свои запасы для такого красивого дизайна. При помощи пинцета достаю ракушку, смотрю, какая мне больше понадобится, и могу ее поломать. Получились более мелкие фрагменты. Приступаем к интересному, это закладка дизайна. Сначала я промазываю верхнюю форму топом, либо можете промазать базой, либо прозрачным гелем. Наношу в средний слой. Выбираю понравившийся фрагмент, располагаю его в центральной части верхней формы. Он не сгибается, поэтому нахожу место, где он будет лежать ровно. Беру вот такое перышко, также кладу. Нахожу еще более мелкие фрагменты ракушки. И теперь добавляем серебристо-голографические хлопья юки. Я их очень люблю использовать для такого аквариумного дизайна, потому что они не дают лишнего объема. Переворачиваю, чтобы посмотреть на результат. В перевернутом состоянии отправляю форму в лампу на просушку на несколько секунд, для того, чтобы дизайн схватился. Так выглядит наша заготовка. Теперь остается выложить в нее камуфлирующий акригель. Набираю нужный объем шарика, ставлю его в верхнюю форму, распределяю материал кистью. Формирую боковые стенки обязательно, чтобы они не были полупрозрачными. Вытягиваю материал на себя. Торец при этом должен быть не очень толстым, около 1 мм, приблизительно где-то 0,7. Мне очень нравится использовать такую кисть, она быстро распределяет материал буквально за несколько движений. Сразу делаю форму миндаль, не нужно выкладывать лишнего, квадрат, затем выпиливать из него миндаль. Закончила с выкладкой, прикладываю на ногтевую пластину, смотрю, чтобы боковые стенки совпали. Пододвигаю к кутикуле, переворачиваю ноготь и с внутренней стороны выглаживаю образовавшуюся ступеньку. Убираю вылезший по сторонам материал. Еще раз смотрю, чтобы форма стояла правильно, на симметричность, и отправляем в лампу на просушку. Просушили 10 секунд, беру обратный пинцет, поджимаю в точках ногтевого роста, свободный край, вижу, что форма постепенно отходит от материала, отделяю ее и отправляю на досушку. Обычно на курсе, когда ученик снимает верхнюю форму и модель видит результат, все такие вау, все в шоке, то есть вот этот дизайн смотрится очень потрясно, мне прям нравится.
Увлеклась слишком данным процессом, забыла выгладить материал с внутренней стороны, получилась ступенька. Но ничего, будет возможность показать вам, как ее исправить. На безымянный прикладываю форму. Теперь самое главное не забыть выгладить с внутренней стороны. Поправила, посмотрела на симметричность, отправляем на просушку. На оставшихся ногтях у нас не будет дизайна, просто камуфлирующие ноготочки под лак. Чтобы уж совсем не было все дорого, богато. Ну, конечно, если вам нравится такой эффект, можете сделать, почему бы и нет. Я уже приспособилась к верхним формам и всю эту закладку делаю достаточно быстро. Поэтому сначала, возможно, это вам покажется очень долгим процессом, но при нужной практике это все быстро. А на другой руке мы решили выполнить другой дизайн с цветочками. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. Снова подбираю верхние формы. Многие из них подошли с предыдущей руки. Но учите, на правой руке, как правило, ногти шире, чем на левой. Поэтому сейчас я подбираю формы, нужные по размеру. С формы обязательно стираем маркер, потому что они являются многоразовыми. И кладем обратно. Для работы мне понадобится гель высокой вязкости, прозрачный, потому что ногти планирую сделать прозрачными. Сухоцветы. Еще, правда, не определилась, какие именно сделать. Мне нравятся вот эти большие, но, конечно, для ее узеньких ногтей они уже очень большого размера. Можно взять, например, по одному лепестку и использовать в дизайне. И вот эти очень красивые на веточке. Подготовила несколько цветочков, не знаю, какие из них буду использовать, посмотрим. Промазываю верхнюю форму средним слоем геля, сильно не проникайте кистью, чтобы не было много пузырей. Знаю, вы спросите, почему я использовала гель, а не акригель. Дело в том, что акригель, даже прозрачный, не имеет такой кристальной прозрачности, как гель. А нам все-таки хочется, чтобы кончик был хрустально-прозрачным. Закладываю сухоцветы, утапливаю их в геле, переворачиваю, смотрю, как это выглядит. Здесь, кстати, очень красиво образовался пузырик. Они красиво смотрятся, такой аквариумный эффект. Немного просушу в лампе и по линии улыбки добавим блеска. Снова тоненько наношу гель. Цветы, вижу, не везде хорошо еще зафиксировались, еще подвижные, можно было подольше просушить. Гель все-таки просыхает подольше, чем акригель. Добавляем блестки. И решила, что кончику сделать такую растушевку блестками. Тоже здесь нужно не перестараться с ними. По-моему, отлично получилось. Еще просушиваю в перевернутом состоянии. В этот раз можно чуть дольше, для того, чтобы блестки хорошо зафиксировались. Набираю каплю побольше. И распределяю по правилам моделирования. То есть на кончике более тонко лежит гель, на стрессовой зоне максимальная высота и кутикуле сведен на нет. По такому же принципу, как мы до этого прикладывали тип с акригелем, прикладываем с гелем. Здесь самое главное держать хорошо у линии кутикулы, чтобы гель не затек на нее. Все придавливаю, подталкиваю. Здесь, к сожалению, мы не можем выгладить материал так же, как мы делали в акригеле, потому что гель просто будет у нас растекаться и тянуться за кистью. Просушила в лампе 30 секунд, поджимаем, придерживаю типс у кутикулы, постепенно расшатываю форму и снимаю ее. Отправляю на досушку на 2 минуты, а сама в это время продолжаю делать дизайн на других ногтях. Кстати, изначально верхние формы и были разработаны для акриловой и гелевой систем. И только потом, с появлением акригеля, они набрали вторую волну популярности. Снова закидываю во все формы дизайн, просушиваю их, а потом уже буду все разом ставить на ногти. С дизайном закончила, набираю большую моделирующую каплю, перекрываю дизайн. Излишки снимаю, прикладываем на ногтевую пластину. Вижу, что форма немного приподнимается, потому что наш дизайн объемный. Я сейчас придерживаю форму, а моя модель в качестве ассистента помогает мне держать лампу. Да, несомненно, можно было сделать проще моделирование на стандартные формы, заложить такой дизайн. Единственное, что эти листики часто топорщатся, их не так-то просто перекрывать, а верхними формами очень удобно выполнять такой дизайн. Теперь, я думаю, всем понятно, почему верхние формы раньше не были столь популярны при работе с гелем или акрилом. Акрил стыл, для геля нужно было придерживать форму. С акригелем, конечно, нет таких проблем. Но, повторюсь, к сожалению, с акригелем мы не достигли такой кристальной прозрачности. Даже самый прозрачный акригель имеет небольшую мутность.
из-за акриловой крошки. Зафиксировали, отправляем снова на просушку в лампу на 2 минуты. Поджимаю обратным пинцетом и снимаю формы. Придаю форму миндаль, завожу пилку под ногтевую пластину, опиливая нижние параллели. Сравниваю ногти, чтобы они были одинаковые по длине. Немного собираю кончик пилкой, для того, чтобы он не был толстым. Теперь беру твердосплавную насадку с зеленой насечкой, с тонким носиком. На скорости 20-25 тысяч оборотов работаю вдоль кутикулы. Оставшую ступеньку под ногтевой пластиной выпиливаю насадкой. Для того, чтобы выгладить внутреннюю поверхность, хорошо оттягивайте передний валик. Часто бывает, что акригели стекаются в боковые пазухи. Сейчас я их проверю при помощи алмазной фрезы «Пламя». Приподниму кутикулу, которая упала. Срезаю кутикулу ножницами-твизерами. Убираю всю пыль и покрываю топом. Определенно, форму миндаль намного легче наращивать такими формами, чем классическими верхними. Поэтому смело их приобретайте и используйте. Это еще не все, еще не забываем, что у нас есть и вторая рука. Выполняю все те же этапы, опиливаю зону кутикулы. На второй руке вся история оказалась намного сложнее, потому что на боковых не хватало материала и пришлось их докладывать гелем. Придаю форму ногтям, срезаю кутикулу и покрываю топом. Мой самый любимый этап. Покрываю не только поверхность, но и с внутренней стороны, для того, чтобы ногти выглядели более прозрачными и хрустальными. Пишите в комментариях, нравится ли такой обзор на продукцию, дизайн на какой руке, по вашему мнению, лучше. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Всем успехов! Пока-пока!